Всем привет! Мы приехали в новый современный парк. Парк называется парк Патриот. Он находится далеко от Москвы, средне далеко от Москвы, 70 километров от Москвы, в районе Кубинка. Это парк символический. Он посвящен вооруженным силам, он посвящен Великой Отечественной войне. Сюда добираться не так просто. Мы с моими студентами выбрали такой бюджетный вариант и приехали сначала на электричке, потом на автобусе, и вот мы здесь. Главный храм вооруженных сил. Конечно, территория просто огромная. На этой территории очень много символических памятников, много символических мест. Очень красивое место, очень такое важное и прям трогает за душу. А мы сейчас поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на парк сверху. И потом обязательно зайдем в музейный комплекс «Дорога памяти». Итак, парк Патриот. Уникальный парк, один из крупнейших военно-патриотических парков в мире. Парк Патриот был открыт 16 июня 2015 года, и находится он недалеко от Кубинки. Площадь парка более 5000 гектаров. Там 22 зоны разнообразных активностей. Это не просто музей под открытым небом, а целый комплекс, посвященный истории и подвигам защитников Отечества. На территории парка представлены уникальные образцы военной техники, реконструкции исторических сражений, тематические павильоны и выставки, которые позволяют погрузиться в историю и почувствовать сопричастность к великим событиям прошлого. Особое место в парке занимает главный храм – Храм Вооруженных сил России или Собор Воскресения Христова. Очень величественное здание, построено в память обо всех, кто защищал Родину. Храм, правда, очень большой, он поражает своими масштабами. Несколько деталей про храм. Открыт храм был в 2020 году, то есть не сразу. Открыт он был в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Высота храма 95 метров. И есть интересная деталь. Диаметр главного купола, вот этого красивого купола, когда вы заходите внутрь и смотрите как будто бы в небо, диаметр этого купола 19,45 метра. Что символизирует год окончания войны, 1945 год. Рядом с храмом установлен очень интересный памятник матерям победителей. Это очень трогательный памятник. Обратите внимание, насколько он простой и в то же время насколько он трогательный, насколько глубокая в нем идея. Этот памятник символизирует всех матерей, которые ждали, молились, надеялись, теряли или дожидались своих родных, близких. Отдельного внимания заслуживает «Дорога памяти». Это крупнейшая в мире мультимедийная галерея длиною 1418 метров. Почему именно 1418 метров? По числу дней Великой Отечественной войны.
Именно столько дней длилась война. И именно столько метров вы проходите, когда знакомитесь с экспонатами данной выставки, данной галереи. В галерее представлены миллионы фотографий фронтовиков, тружеников тыла, медиков, детей войны. Это личные истории, которые собирала вся страна. И это истории, которые ожили там, в этой галерее, из которых были сделаны картины этой галереи. Это поражает до глубины души. Это очень трогает. Я нашла своего прадедушку, который был на войне. Я помню, что много лет назад я отправляла его фотографию, данные о нем, которые сохранились у нас в семье. И мне было очень приятно увидеть его там, в этой галерее, среди всех других людей, которые что-то сделали для этой войны, которые не просто что-то сделали, которые сделали очень многое, и не случайно они попали в дорогу памяти. Итак, дорога памяти – это огромная мультимедийная галерея длиною почти в 1,5 километра. Она объединяет миллионы судеб, фотографий, документы, воспоминания о тех, кто сражался за мир, в котором мы живем. Парк Патриот – это место силы, памяти и благодарности. Здесь оживает история уважения к подвигу людей, которые победили в Великой Отечественной войне, передается через поколения.
Вот и закончилась такая вот наша небольшая экскурсия, или лучше сказать, поездка в преддверии 9 мая. Я в этом парке была впервые. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как все устроено, как все очень символично показано. Организаторы парка, конечно, постарались. Большое им за это спасибо. Парк, правда, удивительный. И я бы сюда с удовольствием еще вернулась вместе с детьми. И предлагаю и вам тоже сюда обязательно приехать. Как добраться, я вам уже рассказала. А мы в парке провели целый день. Мы выехали из Москвы утром, приехали где-то к 12, около часа сюда. И вот сейчас уже 6 час, и мы выдвигаемся обратно в Москву. Ну что, оставайтесь с нами и приезжайте, путешествуйте по России.